Привет, с вами Алена. У меня в гостях молодой человек, ему целых 13 лет, и он пришел на свой первый маникюр. Пришел он, конечно же, с мамой. Мама жаловалась на то, что у него вот такая неудачная кожа. Ну, на самом деле нет здесь никакой неудачи, а все очень объяснимо. Выяснилось, что в процессе каких-то стрессовых ситуаций, когда он нервничает, он совершенно неосознанно ковыряет. Но главное, что не грызет. Но лично для меня чисто визуально и в процессе работы нет никакой разницы, грызут люди или ковыряют. Здесь ведь все одно получается. То есть это в любом случае какие-то действия деструктивного характера, то есть когда человек сам себя разрушает. И давайте поговорим о том, как же работать с такой кутикулой. В нашем случае она еще и дополнительно очень сильно налипшая, то есть она соединена с ногтевой пластиной, и это затрудняет работу. Здесь нужно очень аккуратно и медленно работать. Первое, что я сделала, это я с помощью апельсиновой палочки отодвинула кожу. На видео иногда это смотрится очень жестко, но на самом деле все движения мягкие, и я как бы прислушиваюсь к ногтю и к клиенту, чтобы это было безболезненно, и работаю медленно. Тут я немного ускорила видео в монтаже. Ну а дальше, после того, как мы отодвинули все, что нам казалось прилипшим, необходимо сделать первый срез. Я немного присыпала его, потому что ручки были чуть влажноватые, несмотря на сухость кутикулы. И дальше берем кусачки и срезаем только то, что торчит. Понятно, что кутикула еще не поднята и пока ничего не обработано, но нам необходимо выполнить самый первый срез для того, чтобы иметь возможность посмотреть. То есть нам нужен обзор. Обязательно после первого среза убираем заусенчики. Вообще заусенцы нужно всегда первостепенно срезать и ни в коем случае не оставлять их на обработку фрезами. Ведь в такой ситуации, когда человек ковыряшка или грызунишка, они часто бывают рвутся или, наматываются на фрезу, и получается ранка еще больше. Поэтому с ними осторожнее и обязательно отрезаем все заранее. Дальше я использовала фрезу. Это педикюрная фреза, она называется капля, у нее красно-синяя насечка. Это означает, что это что-то среднее между красным и синим абразивом, то есть еще не синее, но уже и не красное. Эти фрезы я считаю универсальными и очень часто использую их в маникюре. Особенно, когда много сухости, как у нас, и нужно обработать еще и валик, там, где кончается ноготь, так как молодой человек отковыривает или отрывает, если хотите, себе свободный край, конечно, там грубеет кожа, и такая фреза будет очень-очень кстати. Периодически в процессе маникюра нормально помогать себе пушером, апельсинкой или стилусом, в общем, всем, чем вы отодвигаете кутикулу, ведь если вы обнаружили склейку, лучше ее аккуратненько отсоединить, нежели пытаться разорвать ее фрезой, ведь тогда можно сделать пропил. Здесь нужно быть особенно внимательными, потому что тут и так все наладан дышит, и много ранок может быть, если неудачно обработать, поэтому будем стараться работать очень осторожно. После того, как мы обработаем полностью все боковые валики, пройдемся под кутикулой, все рассмотрим, везде заглянем. Не забывайте, кстати говоря, вот пока прервусь, пока я обрабатываю, показываю, не забывайте разговаривать с клиентом. Ну, во-первых, это приятно, когда с тобой разговаривают, а во-вторых, всегда нужно стараться нащупать и понять, почему же он это делает, ну или она. Не принципиально, какого пола этот человек. И я иногда стараюсь немножко пошутить, так сказать, развеять обстановочку, чтобы человек немного расслабился, потому что все они часто бывают напряжены, кому-то некомфортно, потому что стыдно за состояние рук, кто-то вообще делает вид, что ему все равно, вот как этот молодой человек, который говорил, ну да, там, ковыряет, там, ну и ладно, как бы ему почти что пофиг, ну вот вроде как родители привели, но на самом деле, ну, нервничает парень, такое бывает, ничего страшного. Я поговорила, и, конечно же, я посоветовала маме обратиться к психологу. Я всегда это советую, я считаю, что в наше время вообще психологи незаменимы, особенно если мы говорим про подростков и про детей, ведь у них начинаются эти ЕГЭ и ужас, что с ними происходит. Я просто удивляюсь, как же они сильно нервничают. Я надеюсь, что мои дети не будут из-за этого нервничать, и я приложу максимум усилий к тому, чтобы они прям, так истерично и серьезно к этому не относились. Я не то чтобы против там образования и всякого такого, но, на мой взгляд, многих просто запугивают тем, что вот, если ты не сдашь там это ЕГЭ, все будет плохо, ты ни на что не годен. Конечно, нет. Оценки — это всего лишь оценки, и вообще вся система образования, основанная на оценке, лично для меня, в моих глазах она выглядит не совсем правильно. Я считаю, что людей нужно
обучать работать в коллективе, в содружестве, а не соперничать. А ведь оценка – это как раз-таки соперничество. То есть они сравнивают себя с другими, смотрят на других, тратят на это силы в тот момент, когда нужно наблюдать за собой и работать над своим ростом. Короче, я за дружбу, а не за то, чтобы соревноваться с кем-то. И вот сейчас, когда мы уже все зачистили и все срезали, я показываю разницу между первой и второй рукой. Я думаю, что результат налицо, и ему уже в этот момент все очень сильно понравилось. Также я объясняла, как важно пользоваться маслом. Смотрите, какой классный заусенчик. В этот момент я, кстати, ему объясняла, что заусенцы нужно стараться вот так осторожно срезать. Спросила, есть ли у мамы дома кусачки. Он сказал, что такие имеются. И аккуратненько показывала ему, как же нужно убирать заусенчики, потому что на этой руке, как видите, они уже даже дошли до ранок. И не мудрено, заусенец такая неприятная штука, он когда порвется, начинаешь задевать его даже банально об одежду там, или засовывая руки в джинсы, в карманы. Он рвется, и дальше начинается воспаление. А если вы загуглите и посмотрите, что такое панориция в интернете, вам вообще может стать плохо. Я, кстати, часто рассказываю подросткам впечатлительным на тему того, объясняю то, что панориция – это такая неприятная штука, когда может загноиться, если этот случай запустить, то все может закончиться очень-очень плачевно. Но, грубо говоря, стараюсь их немножечко напугать, но в этом есть доля правды. Просто чтобы они понимали, что это не банальный кусочек кожи, который торчит, а на самом деле может появиться ранка, туда попадется грязь, и все будет не очень радужно. Не так, как они себе представляют. Ведь многие думают, ой, само отвалится, само пройдет. Особенно, если мы говорим про мальчиков. Если девочки пытаются там что-то топить за красоту, стараются, чтобы там ногти как-то более-менее аккуратно выглядели, то мальчики часто говорят, и так нормально, так пройдет, как папа научил, да, само отвалится или что-то в этом роде. Ну, в общем, стараемся объяснить, рассказать. Кстати, про этого парня хотела сказать. Я надеюсь, что он нас посмотрит. Он удивительный молодой человек, потому что он альбинос, представляете, я не стала его фотографировать, хотя, честно говоря, была такая мысль, потому что он очень симпатичный, такой красавчик просто. Я ему сказала, что ему надо идти в модели. Он говорит, да, я как раз об этом подумывал, но что-то папа там вроде как бы немножечко против. Я думаю, что, наверное, они пойдут, потому что он прям классный. Я прям его представляю в рекламе H&M. Вот такое у меня тоже бывает. Но сейчас же очень модно такие необычные какие-то нюансы во внешности, и вот он как раз такой. И, конечно, я ему сказала, что если он будет этим заниматься, ему обязательно нужны красивые пальцы. У него вообще руки сами по себе очень гармоничные, то есть хорошие, такие приятные мужские руки будут, когда парень вырастет. У него сейчас пальцы очень прямые, все шикарно, не хватает только ноготочков. Поэтому мы поговорили, он мне все пообещал, я сделала ему обработку, он остался очень доволен. Ну а с вами была Алена, и пока-пока, до новых встреч!